Начнем тогда лекцию. Тема сегодняшней лекции, первая часть лекции называется «Особенности излучения и поглощения энергии атомами и молекулами». Очень объемная, очень объемная тема, поэтому мы выбираем из этой темы исключительно то, с чем вы будете работать непосредственно на лабораторных работах, которые уже начались на этой неделе. А именно, мы будем рассматривать такие явления, как поглощение света, рассеяние света и поляризация света. Значит, две презентации. Первая презентация, первые 3 вопроса. Вот, но это самая, пожалуй, короткая часть. И вторая часть лекции – это поляризация света. Непростой и очень объемный материал. Итак, представления о свете, о том, что такое свет, изменялись в соответствии с типами научных революций. Первая революция, прошу прощения, первая революция, так называемая Аристотелевская революция, обусловлена тем, что наука вот, приблизительно в IV веке до нашей эры отделилась от других форм познания мира, то есть от чувственного познания мира, от других видов, и стала представлять собой отдельное направление изучения мира, ну или познания мира. До второй научной революции, обратите внимание, прошло целых 2 тысячелетия. То есть 200 лет прошло до следующей революции. Так, секундочку. Это 16 век. Точка отсчета для Ньютоновской революции. И эта революция ознаменована тем, что появляется устойчивая такая механистическая картина мира, причем основанием для появления этой картины мира служат уже экспериментальные и математические знания. Третий этап революции, третья, точнее, научная революция, Эйнштейновская революция. Промежуток между Ньютоновской и Эйнштейновской революцией всего 1 век, то есть ускорились получение и обработка научных знаний, и в частности это означало следующее. Во время Эйнштейновской революции были открыты структура атома, явление радиоактивности и дискретность характера электромагнитного излучения. Другие открытия, они, разумеется, тоже внесли свой вклад научно-техническому прогрессу, благодаря которому мы сейчас пользуемся многими благами цивилизации, в частности, да, благодаря исследованию, пониманию и использованию той самой сложной структуры атома, явлению радиоактивности, свойств электромагнитного излучения. Несмотря на то, что промежуток между этими революциями был невелик, в 1 век, временной промежуток, качественный скачок был обусловлен тем, что человечество отказалось от механистической картины мира и была подорвана вообще убежденность в том, что с помощью уравнений можно объяснить все явления природы. То есть во время Эйнштейновской революции
получаем представление о том, что ряд закономерностей носит вероятностный характер. То есть появляются статистические закономерности во многих физических законах в том числе. К настоящему времени корпускулярно-волновой дуализм света, то есть теория, которая была предложена еще во время Ньютоновской революции, теория о том, что свет это одновременно и частица, и волна, и может в одних случаях вести себя как поток частиц, а в других случаях вести себя как волна. Вот этот корпускулярно-волновой дуализм, он был подтвержден как раз в третью революцию, хотя до этого свет рассматривался разными исследователями и находились этому подтверждения как поток частиц или корпускул. Да, вот сам Ньютон, в частности, был приверженцем этой теории. И примерно в одно время с ним свет Гюйгенсом рассматривался как волновой процесс. К настоящему времени подтверждена двойственная природа света, и дальнейшее развитие квантовой механики только подтвердило гипотезу де Бройля. В настоящее время корпускулярный и волновой подход являются просто разными техническими представлениями в рамках целостной теории, вот этой двойственной теории. Для упрощения будем понимать свет в разных явлениях, преимущественно в виде потока частиц. Например, при поглощении, при взаимодействии с рядом веществ, при излучении, то есть при испускании атомами света, а в ряде других явлений, таких как интерференция, дифракция, поляризация, в частности, которую сегодня изучаем, свет преимущественно рассматривается как волна. Вот такие сложности. Итак, первое явление, которое мы с вами рассматриваем, носит название поглощение света. Значит, перед вами изображена емкость, или какой-то сосуд с жидкостью прозрачной для света. Буквой И нулевое, и стрелочкой, соответственно, красной, обозначен световой поток, падающий на сосуд с жидкостью. И с индексом 1 это интенсивность света, прошедшего через вещество. То есть через сосуд, через жидкость, которая наполняет этот сосуд. Соответственно, соотношение между интенсивностью света, падающего на вещество, и прошедшего через вещество, устанавливает закономерности этого явления, закономерности поглощения света. Под поглощением подразумевают просто уменьшение интенсивности света при прохождении через вещество по причине превращения световой энергии в другие виды внутренней энергии. То есть вот эта вот часть световой энергии остается в веществе, превращаясь в этом веществе в тепловую энергию, в нагревание, например, под действием света, фотохимическую, то есть преобразование химически под действием света и другого рода энергии. Основными законами поглощения света являются закон Бугера и закон Бугера-Ламберта-Бера. То есть последовательно
изучалась эта тема явления поглощения света. И вот Ламберт и Бер добавляли к закону Бугера свои изыскания. Закон Бугера сформулирован для так называемых однородных сред. Ну, простые среды. Коэффициент поглощения К ставится со знаком минус. L это, вот вернусь на предыдущий слайд, то есть L это толщина поглощающего слоя, ну и коэффициент поглощения характеризует тот самый сосуд, который, точнее ту жидкость, которая наполняет сосуд. То есть чем больше толщина поглощающего слоя, тем больше коэффициент поглощения, тем слабее поток света на выходе. Связь между светом падающим и светом прошедшим через вещество, вот здесь, и нулевое – это то, что падает на вещество, с которым в дальнейшем взаимодействует световой поток, а просто и это то, что прошло, или то, что осталось после взаимодействия с этим вот прозрачным, полупрозрачным веществом. В общем, соотношение между падающим и прошедшим экспоненциальное. То есть Е в степени минус, ну, то есть какой бы ни была толщина, Е в степени минус будет давать только уменьшение интенсивности света, прошедшего через вещество. Закон Бугера-Ламберта-Бера сформулирован уже для концентрированных растворов, то есть сложных растворов, имеющих какой-то однородный растворитель и плюс молекулы какого-то вещества. Размеры этих молекул, состав этих молекул и способность их взаимодействовать с фотонами света просчитывается через малярный показатель поглощения. Вот буквой Хи обозначен малярный показатель поглощения. С – это концентрация вот того основного поглощающего вещества. Ну, если речь, например, идет о крови, то растворителем там будет являться плазма крови, а форменные элементы, эритроциты, должны быть охарактеризованы и через концентрацию, и через малярный показатель поглощения света, то есть способностью взаимодействовать со световым потоком. Суть закона та же, то есть это экспоненциальная связь между потоком падающего света и потоком света, прошедшего через эту поглощающую среду. Имейте только в виду, вернусь еще раз на предыдущий слайд, вещество, с которым взаимодействует свет, должно быть прозрачным, ну или полупрозрачным для света, потому что полностью поглощающие световой поток вещества не дадут возможности для изучения такого явления и для использования, ну, разумеется, для каких-то экспериментов. Следующее явление, которое рассматриваем, носит название рассеяние света. В отличие от поглощения света, процесс рассеяния света обусловлен пространственным перераспределением светового потока. Посмотрите, определение рассеяния света формулируется так же, как и определение поглощения света. То есть и то, и другое относится к процессам уменьшения интенсивности света при прохождении через вещество. Но причиной поглощения света является превращение энергии. Энергия света превращается в тепло, в химические какие-то процессы и другое. А при рассеянии света
интенсивность прошедшего света падает вследствие перераспределения светового потока в пространстве. То есть вот она интенсивность светового потока, падающего на вещество, а вот интенсивность света. Здесь, кстати, не очень такая очевидный рисунок. Здесь интенсивность этого света, она должна быть, конечно, слабее. Ну вот в качестве примера еще один рисунок. Здесь видно, что процесс рассеяния света сопровождается уменьшением интенсивности света. То есть чем ближе свет к источнику света, тем ярче луч. Чем дальше, тем луч слабее. Интенсивность этого света слабее. Ну вот то, что мы видим на экране, или в данном случае наверное, на какой-то поверхности, это уже специальные технические эффекты. То есть в основе рассеяния света лежит два явления. Это способность света отражаться в зависимости от угла падения, да, доля отраженного света может изменяться, и способность света преломляться. То есть, дойдя до другой среды, дойдя до границы сред, свет меняет свое направление движения. Принято выделять три основных закономерности в рассеянии света. Это закономерности, которыми занимался Релей, которыми занимался ученый Ми и Тиндаль. То есть Релей подробно изучил рассеяние на малых частицах, ну или практически на однородных средах. И именно благодаря его исследованиям стало очевидным, почему синий свет рассеивается намного сильнее, чем красный. Обусловлено это меньшей длиной волны. Рассеяние Ми – это рассеяние на крупных частицах, имеющихся там во взвеси или в растворителе, и рассеяние Тиндаля. Вот в отличие от рассеяния Релея, рассеяние Тиндаля рассматривает поведение света в коллоидных растворах или в суспензиях. То есть то, что чаще применяется в медицине. Особенностью еще сред, которыми занимался Тиндаль, является наличие броуновского движения вот этих неоднородных сред. Закономерность, которую установил Релей, она в некотором роде справедлива и для рассеяния Тиндаля. Вот, не углубляясь в детали, давайте отметим только основные моменты. Итак, к рассеянию Релея относят такое рассеяние света, при котором длина волны, точнее свет, взаимодействует с частицами, размеры которых меньше, чем длина волны падающего света. То есть вот эта однородность обусловлена тем, что размеры частиц невелики. Далее. В качестве примера явления рассеяния Релея можно привести рассеяние на мутных средах. Дым, туман, то, что можно наблюдать воочию. Далее. При релеевском рассеянии
состояние среды не меняется. Интенсивность рассеянного света, вот она, эта величина, согласно Релею, обратно пропорциональна четвертой степени длины волны. Ну, то есть можно написать минус четвертая степень, можно написать единица, деленная на лямбда в четвертой. Вот оно, значительное отличие рассеяния красных и синих источников света, ну или лучей света. То есть все предупреждающие огни, там, стоп-огни, выполняют из красного стекла для того, чтобы уменьшить долю рассеяния света. То есть красный свет, как носитель большей длины волны, рассеивается не так быстро, то есть не так интенсивно, как, например, синий свет. Так, переходим к следующему явлению. Это явление называется поляризация света. Ну, прежде чем мы перейдем к поляризации, просто добавлю, что для явления Тиндаля характерна вот приблизительно та же закономерность, но именно рассеяние Тиндаля позволяет активно использовать эти явления медиками. На эффекте Тиндаля основаны оптические методы определения размеров, формы и концентрации коллоидных частиц и некоторых макромолекул. На лабораторных работах вы будете изучать явление в основном поглощения света на приборе, который называется фотоэлектрокалориметр. Так, ну и вторая часть лекции – это поляризация света. Вам видна презентация? Угу. Хорошо. Итак, с явлением поляризации света вы тоже будете работать и в лабораторных работах. Вот. И все, что связано со словом поляризация, полириметры, полироиды, все основывается на ну, вот тех закономерностях, про которые мы с вами сейчас будем говорить. Вот. Я вас сразу предупреждаю, что ну, продолжительность лекции, вот этой части лекции, она, наверное, не превысит 30 минут. Поэтому напишите, если вы не против, давайте мы через полчаса попробуем лекцию завершить без перерыва. Как вы на это смотрите? Угу. Ну, вижу несколько откликов, тогда давайте продолжим. Ну, в плане этой лекции, естественно, основные понятия, способы получения поляризованного света, закономерности, отражающие поведение поляризованного света, явление, на котором основано применение поляризованного света для медико-биологических исследований и основные направления использования поляризованного света. Часть, видите, слайдов можно назвать повтором того, что я уже говорила. То есть в случае интерференции, поляризации мы рассматриваем свет как
преимущественно электромагнитную волну, забывая его корпускулярной природе. Ну и в частности, когда характеризуем явление поляризации света, говорим, что свет – это электромагнитная волна с длиной волны там, от 380 до 780 нанометров. Ну, свет – это то, что воспринимается, та область электромагнитных волн, которая воспринимается глазом человека. Вот. Иногда в понятие свет включается близлежащие области, то есть инфракрасное излучение и ультрафиолетовое излучение, несмотря на то, что это диапазоны глазом человека не фиксируемы. Итак, перед вами изображение, схематичное изображение этой самой электромагнитной волны, которую, мы полагаем, может испускать отдельный атом. То есть отдельный атом, являясь источником света, испускает электромагнитную волну. В электромагнитной волне две составляющих. Это электрическая составляющая, вот она изображена в плоскости наших экранов желтым цветом. И вторая составляющая – это магнитная напряженность. В данном случае перпендикулярно у меня, например, плоскости стола, то есть совпадает с плоскостью стола, перпендикулярно плоскости, которой колеблется вектор электрической напряженности. То есть между ними угол в 90 градусов всегда сохраняется. Ну, правда, этот угол развернут, видите, в данном случае в нашу сторону, в следующий момент времени от нас эти 90 градусов и так далее. Значит, отдельный атом будет давать именно вот такую вот раскладку. То есть вектор Е, вектор электрической напряженности будет совершать колебания в одной плоскости. Вектор магнитной напряженности будет всегда перпендикулярен колебаниям электрического вектора. Вот еще одна картинка, которая показывает, что относительно направления распространения эти колебания у отдельно взятого атома не меняются в пространстве. И если вот в этом направлении можно было бы изобразить луч света, то красные стрелочки – это электрическая составляющая, а синие стрелочки – это магнитная составляющая колебаний отдельного атома. Ну, поскольку источники света, которые нас окружают, представляют собой совокупность огромного числа атомов, одновременно в один и тот же момент испускающих электромагнитные волны, то, разумеется, набор вот таких вот колебаний, если бы их можно было бы изображать в виде отдельных линий, ну, то есть вот одна линия – это одна плоскость, которая колеблется, допустим, вектор электрической напряженности со стрелочками. Еще одна линия, еще одно направление. И получается, что свет, с которым мы чаще всего взаимодействуем, это свет от любых нагретых источников, да, начиная от огня и заканчивая солнцем. Это так называемый естественный свет. Естественный свет, в котором направление векторов электрической напряженности различны. Ну, принято изображать это в виде такого одуванчика. В результирующей волне мы представляем
следующую картину. Вектор электрической напряженности меняет хаотично свою ориентацию во времени. В среднем получается, что любое из этих направлений, вот этой стрелочки, является равноправным. Этот естественный свет можно назвать светом неполяризованным. То есть если относительно вот этой точки, относительно центра, куда я сейчас указываю указкой, где-то вдали имеется источник света, например, там лампочка накаливания, обычная лампочка накаливания, то электрические векторы, которые можно было бы зафиксировать, разойдутся вот в таких вот равноправных направлениях в случае источника естественного света. Если источником света является даже телефон, например, наш телефон, то есть не нагретый прибор, или свет, отраженный от каких-то поверхностей, тогда вот такой вот картины с одинаковыми, приблизительно или статистически одинаковыми длинами векторов мы уже не увидим. Мы можем увидеть полностью поляризованный свет, то есть когда направление вектора электрической напряженности допустимо только в одной плоскости. Такая идеальная картина, она возможна в случае, когда источником света является один атом. Или в случае, когда мы множество атомов заставили колебаться в одной фазе, с одной интенсивностью. Чаще всего можно иметь дело с частично поляризованным светом. Представляя частично поляризованный свет, мы должны иметь в виду, что вот такая вот строгая поляризация, она невозможна для множества атомов, испускающих те или иные длины волн. А вот получить как бы преимущественное колебание, совпадающее с той или иной плоскостью, это дело доступное. Особенностью поляризованного света является то, что с помощью зрения человек не отличает естественный свет, свет поляризованный. Сам процесс выделения поляризованного света из естественного носит название поляризации. И, соответственно, приборы, которые работают с поляризованным светом и способны делать замеры этого поляризованного света, называются полариметры. В лабораторной работе, я уже говорила, вам придется иметь дело с полариметром, который предназначен для измерения концентрации сахара. Работа называется сахариметрия. Несколько определений, касающихся вот этого вектора E и вектора H. То есть, если хотите, можете называть плоскость колебаний вектора электрической напряженности, вот это вот желтая составляющая электромагнитной волны. Но вот та плоскость, то есть плоскость экрана в данном случае, она будет носить название плоскостью поляризации. То есть процесс поляризации определяется поведением вектора электрической напряженности. Для медиков и биологов важно тоже важнее изучение поведения вектора Е, потому что, посмотрите, в процессах взаимодействия света с веществом и химическом, и биологическом, и физиологическом, то есть при взаимодействии света вот даже с
с сетчаткой глаза, основную роль играет электрическая составляющая электромагнитной волны. То есть не магнитная, а электрическая составляющая. Поэтому вот этот вектор Е, вектор, который вот описывает колебания или задает колебания в этой плоскости, называют еще световым вектором. Ну, хотя электромагнитная волна – это нечто неразрывное. Так, по крайней мере, мы должны это представлять. Для получения существует несколько способов получения поляризованного света. Это поляризация при отражении и преломлении света и поляризация при двойном лучепреломлении. Значит, свет, естественный свет, то есть свет от фонарика, от лампочки, направленный, сфокусированный свет, можно поляризовать при направлении луча на границу раздела двух диэлектриков, то есть сред, не проводящих электрический ток. Свет, отраженный от границы раздела, и свет, преломленный во второй среде, во втором диэлектрике, они будут обладать разной степенью поляризации. Видите, при отражении практически тут стопроцентная поляризация наблюдается, а свет преломленный превращается в поляризованный частично. Поляризация при двойном лучепреломлении – это поляризация, о которой мы будем говорить чуть подробнее. Вот. Ну, двойное лучепреломление, соответственно, говорит само за себя название. При таком преобразовании света получаем два луча, поляризованных, опять же, с разной степенью, или один поляризованный, другой не поляризованный. И такую вот поляризацию можно наблюдать как в естественных условиях, то есть в кристаллах, которые образуются в земной коре, и так и в искусственных средах, то есть изготовленных стеклах, жидкостях, твердых телах, прозрачных, находящихся, чаще всего под каким-то напряжением. Это может быть механическое напряжение, то есть сдавливание этого вещества. Это может быть действие электрического поля, магнитного и так далее. Еще один способ поляризации света – это пропускание через некоторые кристаллы. Вот, давайте чуть подробнее о двойном лучепреломлении и перейдем к вопросу о ходе лучей в полариметрах. Значит, двойное лучепреломление наблюдается в кристаллах исландского шпата, то есть прозрачный кристалл. Особенностью этого кристалла является способность раздваивать изображение. Смотрите, свет, пройдя через кристалл, практически одинаково четко позволяет рассматривать изображение, удвоенное изображение. Но при этом изображение, которое получается ближе к оригиналу, образовано так называемыми обыкновенными лучами. Вот видите, расстояние от направления луча, предыдущего направления луча до луча так называемого обыкновенного достаточно близкое. А вот второе изображение получается с помощью так называемых необыкновенных лучей. Необыкновенность обусловлена тем, что он является поляризованным светом. Вот для глаза человека практически отличий никаких нет. Что обыкновенным лучом изображение
сформирован, что необыкновенно. Двойное лучепреломление и преломление на некоторых кристаллах турмалина обусловлено взаимодействием световой волны с веществом, причем эти взаимодействия определяются анизотропией или изотропией вещества. То есть в изотропных однородных веществах скорость распространения светового луча одинакова, поэтому направление, какое бы направление ни выбрал световой луч, он будет распространяться с одинаковой скоростью, потому что будет на своем пути встречать одинаковое число, скажем, узлов кристаллической решетки. На скорость распространения, скорость движения в веществе это не отразится, она будет сохраняться. А вот в анизотропных средах, среды, в которых свойства различаются в зависимости от направления, то есть разная плотность, разное расстояние между узлами кристаллической решетки, разные электромагнитные свойства. Световая волна будет распространяться с различной скоростью. То есть, встречая на своем пути большее число частиц, с которыми эта световая волна будет вынуждена взаимодействовать, разумеется, будет происходить замедление распространения света. И наоборот, чем меньше такого рода взаимодействия, тем быстрее, с большей скоростью распространяется свет в данном направлении. Вот принято было подробно изучать призму Николя. Физики всегда. В настоящее время свет поляризуется преимущественно с помощью полироидных пленок. Вот. Что касается призмы Николя, то, пожалуй, единственное, что вам нужно, какое представление нужно получить, так это то, что вот этот самый прозрачный материал, исландский шпат, который используется для поляризации света, разрезается в определенной плоскости, и место разреза затем опять склеивается, но вот этот прозрачный клей должен иметь, посмотрите, прозрачный клей должен иметь показатель преломления, который попадет в промежуток между показателями преломления, на которые реагирует обыкновенный и необыкновенный луч. То есть задача вот этой склейки, и в частности клея, в том, чтобы вывести обыкновенный луч из поля зрения. Вот, посмотрите, на входе мы видим луч естественного света, который падает на исландский шпат. На выходе мы видим луч поляризованного света. Только и всего. То есть назначение такого устройства призмы Николя – это выделить один из двух лучей, полученных при двойном лучепреломлении. Разумеется, интенсивность этого луча меньше, чем интенсивность падающего света, но зато качество этого света уже несколько другое. То есть выше упорядоченность этих колебаний электромагнитных. Соотношение между интенсивностью света, поляризованного света, прошедшего через пластинку турмалина, с интенсивностью света, падающего на эту пластинку, изучена была еще в 1809 году Малюсом. Вот. И на рисунке, который вы видите, первый кристалл – это просто
кристалл, с помощью которого получают поляризованный свет. А вот дальше поляризованный свет излучают. То есть начиная вот от точки, так скажем, выхода из первого кристалла, начинается исследование поведения поляризованного луча. Вот он, луч поляризованного света, проходя через вторую пластинку турмалина, то есть проходя через еще один кристалл, который способен к поляризации света, можно наблюдать уменьшение интенсивности поляризованного света, потому что интенсивность поляризованного света определяется углом между плоскостью поляризации вот этого света и гранями, ну не гранями точнее, а осями кристалла. В частности, интересует, насколько далеко будет отстоять плоскость колебаний от главной оси кристалла, той самой оси, в направлении которой и произошла поляризация света в первом случае. Ну, в качестве примера можете на картинке посмотреть пример, такой механистический подход к объяснению поляризации света. Вот посмотрите вначале на нижний рисунок. Значит, если резиновый жгут заставить совершать колебательное движение вот в направлении, опять же, плоскости экрана, то препятствие там в виде щели, которое тоже будет параллельно экрану, не окажет, ну, практически, наверное, никакого влияния, если не будет расхождения относительно оси. А вот как только мы начнем поворачивать вот это вот пропускающее направление относительно колебаний, совпадающих с экраном, мы, естественно, таким образом погасим эти колебания, погасим колебания, механические колебания резинового жгута. Приблизительно то же самое происходит, когда рассматривают поведение естественного света и прохождение этого света через поляризаторы, то есть через устройства, которые способны пропускать свет, электромагнитные волны которого будут колебаться в избранных направлениях. Если на пути уже поляризованного света поставить еще один поляризатор, ну, то есть условно еще одну решетку, то с помощью этой решетки мы можем выяснить, свет поляризован или нет. То есть поворачивая этот поляризатор на разные углы относительно вот этого прошедшего света, мы можем видеть либо полностью проходящий свет, либо некоторые затемнения. Вот это свойство, на котором устроены современные там полироидные стекла, полироидные линзы. Прохождение света через два поляризатора вот на этой картинке мы рассматривать не будем. Перейдем сразу к схеме прохождения лучей света в сахариметре. Но перед этим обратите внимание и запомните, что сахариметрия построена на явлении вращения плоскости поляризации. Вращение плоскости поляризации заключается в способности некоторых веществ поворачивать плоскость поляризации, то есть поворачивать, разворачивать в пространстве колебания вектора, светового вектора, ну, при условии, что эта среда является оптически активной. Не каждая среда взаимодействует таким образом со светом, да?
Некоторые среды при прохождении через него света просто нагреваются, некоторые, я уже говорила, претерпевают какие-то химические преобразования. Вот. А некоторые среды, взаимодействуя со светом, изменяют направление плоскости поляризации. К оптически активным средам там относится ряд сред. Давайте вначале посмотрим, что такое оптически активная среда, а потом перейдем к направлению хода лучей в сахариметрии. Итак, оптически активные среды или оптически активные вещества делятся на вещества двух типов. Первый тип – это вещества, которые не теряют свою оптическую активность, находясь в любом из агрегатных состояний. То есть сахар в растворе, сахар в парах, сахар в кристалле обладают оптической активностью. А эта самая оптическая активность обусловлена асимметричным строением молекул этого вещества. Оптически активные вещества второго типа приобретают свойство вращать плоскость поляризации только при выполнении ряда условий. Например, когда появляется механическое напряжение в каком-либо кристалле, вот этот участок, подверженный механическому воздействию, становится оптически активным. Ну или наоборот, это может быть растяжение. Это может быть внешнее воздействие электрического поля, магнитного поля. Ну, так или иначе связанное, естественно, в основном со строением. То есть изменяется строение вещества, изменяются его свойства. Ну а теперь ход лучей в сахариметре. Значит, сахариметр представляет собой, ну или полириметр, предназначенный для измерения концентрации сахара, представляет собой такой вот тубус. Да, на лабораторной работе вы будете видеть лампочку, которая настраивается с помощью там поворота щелей на этот тубус. Ну, а далее свет, исходящий от лампочки, проходит через первый поляризатор, то есть естественный свет преобразуется в свет поляризованный. А вот далее поляризованный свет, посмотрите, вот такова выбранная плоскость поляризации, ну и, соответственно, колебания вектора Е, светового вектора. А вот дальше эта выбранная плоскость, попав в оптически активное вещество, начинает изменять свое положение. Ну и чем дальше свет проходит, и чем дольше свет взаимодействует с оптически активным веществом, тем на больший угол отклоняется этот самый световой вектор. В итоге, смотрите, после прохождения через кювету, то есть через оптически активное вещество, положение вектора Е относительно прежнего положения, посмотрите, дает угол альфа, так называемый угол поворота плоскости поляризации. Вот этот угол и способен измерять сахариметр. Измеренный угол, обратите внимание, да, обозначается буквой альфа, зависит от L. L – это толщина слоя кювета или вот этого вещества. Зависит от концентрации оптически активного вещества, то есть от концентрации молекул сахара. Чем больше сахара там, в моче или в крови, тем на больший угол развернется плоскость поляризации. Ну и естественно, что угол поворота плоскости поляризации зависит от так называемой удельное вращение. Удельное вращение – это величина, которая характеризует различные оптически активные среды. То
То есть у сахара альфа нулевой – это одна величина, у киновари, например, это другая, у винных кислот третья и так далее. Так, это мы с вами посмотрели. Ну и обратите внимание, на кафедре химии вы уже наверняка изучали понятие рацемической смеси. Да? Понятие, которое связывает так называемые лево- и правовращающие вещества. Вот эти свойства лево-правовращающие, это свойства, которые играют большую роль, например, в фармацевтике. А по другим физическим свойствам одно вещество от другого, то есть лево-вращающие, которые поворачивают плоскость поляризации в левую сторону, или право-вращающие по часовой, вращающие вектор Е, друг от друга не отличаются. Ну, по большей части нас окружают, конечно, рацемические смеси, смеси, не вращающие плоскость поляризации вообще. Это связано с тем, что в эти смеси в равных количествах входят и лево, и право вращающие молекулы. Ну и вот 2 слайда с примерами, это еще, наверное, пара минут. Значит, полиметрия – это метод, который вы будете изучать на лабораторных работах. Да, основу этого метода схематично мы только что с вами посмотрели. Ну, то есть чем больше угол поворота плоскости поляризации, тем, соответственно, выше концентрация исследуемого вещества. Второе направление – это поляризационная микроскопия. Посмотрите сразу в качестве примера, у вас тут на слайде видны фотографии перекрещенных волос, детских волос. Обратите внимание, кроме того, что видна чешуйчатая структура, объемная структура волоса, видно, что этот волос является прозрачным. То есть вот на перекрещивании волос, да, видно, что здесь на волосы имеют, ну, объект, точнее, имеет один цвет, а тут на наложение одного на другого цвет меняется. То есть понятно, что внутри это полая структура, ну и то, что он имеет цилиндрическую форму. Вот очень хорошо видно в поляризационном микроскопе. Третье направление – это способность с помощью вот этого механического напряжения изменять структуру объекта, например, модели кости или модели какой-то там стоматологической конструкции. Ну и вследствие этого, ну вот, допустим, модель, изготовленная из плексигласа, вследствие этого меняется пропускная способность этого вещества, а точнее появляются анизотропные как бы участки, которые по-другому взаимодействуют с падающим светом. На экране мы видим либо затемнение, либо наоборот более светлые участки, характеризующие наличие или отсутствие механического напряжения, ну и, соответственно, получение вывода о том, что именно этот участок будет подвергаться большему воздействию. Существует больший риск там, разрушения данной конструкции. Ну и, наконец, поляризационные очки, которыми, наверное, пользуется каждый, ну и каждый второй, это точно. Вот. Особенностью этих очков, ну, вот, изготовленных из стекла, или с наклеенной пленкой полироидной, в том, что они, в отличие от цветных там темных очков обычных, не изменяют цветопередачу. То есть они не делают там мир розовым или наоборот там, каким-нибудь зеленым оттенком, зеленых там не придают, точнее миру не придают все оттенки зеленого. Они просто уменьшают интенсивность цвета.
И это использовалось, в частности, горнолыжниками, водителями, а, любителями каких-то водных видов спорта, потому что, посмотрите, именно отраженный луч является лучом а, поляризованным. Вот для того, чтобы скомпенсировать яркость этого поляризованного света, используются полироидные очки, у которых, ну, вряд ли, да, плоскость, главная плоскость, то есть плоскость, пропускающая поляризованный свет, совпадет с плоскостью колебаний ам, поляризованного луча, отраженного поляризованного луча. То есть вот ведь появляется ну, хотя бы какое-то изображение объекта, к которому двигается человек. Автомобилисты тоже часто пользуются полироидами, потому что, видите, при ярком солнечном свете свет отражается еще и от панелей, пластиковых панелей. Вот. И для того, чтобы... И это тоже источники поляризованного света. Для того, чтобы скомпенсировать вот эти яркие блики, пользуются полироидными очками. Вот. В случае использования просто в качестве темных очков мы тоже можем заметить некоторую поляризацию, анизотропию некоторых веществ. Например, некоторые камешки на асфальте будут выглядеть несколько иначе, если мы посмотрим на них через ну, настоящие полироиды. Настоящие полироиды, кстати, можно проверять и с помощью наших телефонов. То есть, когда покрутите относительно экрана своего телефона стекло, ну или линзу точнее, полироида, то можете увидеть, как меняется интенсивность изображения. Если хорошо меняется, значит это хороший полироид, можно пользоваться в качестве защиты для защиты зрения от яркого солнца. Вот. Если коротко, у меня все. Спасибо вам за внимание. На этом мы останавливаем.